Дорогие друзья, дамы и господа, «Я жена Асура» – это история о вечной паре, которая много жизней назад оказалась разлученной вследствие проклятия, в результате которого муж стал Асуром, а жена – уничтожителем Асуров. Это история о том, как через множество жизней жена пришла к своему вечному мужу, чтобы освободить его от наказания в адских мирах, чтобы он перестал быть Асуром, чтобы аннулировать проклятие, разлучившее их, и чтобы они могли воссоединиться и вместе вернуться в духовный мир, в свой изначальный дом. Для этого она составила шикарный план, и в этом 23-м эпизоде я в общем виде представлю основные пункты этого плана. Итак, в этом романе-ремейке «Я жена Асура» я вечная жена. У меня есть и вечный муж, и мы с ним вечная пара, оказавшаяся разлученной в результате проклятия, из-за которого мой вечный муж стал Асуром, а я уничтожителем Асуров. После множества жизней, после того, как вследствие проклятия нас с моим вечным мужем разметало по жизням, я составила план для нашего с ним воссоединения и закрытия горестных страниц, заполненных разлукой. В этом плане было много важных для меня пунктов. В частности, я собиралась показать моему вечному мужу всю ту ситуацию, в которой он, будучи под действием проклятия, ушел от меня, своей вечной жены, к другой женщине, в какой-то далекой нашей прошлой жизни. Я хотела, чтобы он сам своими глазами увидел, как там, в далеком, давно забытом прошлом все происходило, и что претерпела я вследствие его ухода от меня. Вы скажете, разве такое возможно, чтобы личность своими глазами увидела себя в каких-то далеких воплощениях? Но в моем плане такое было. И не путем регрессии, гипнотического погружения в прошлой жизни, во сне или еще как-то, а глазами того, кто был непосредственным виновником, эдаким коноводом, организовавшим и подстроившим уход моего мужа от меня, дабы оставить меня без защиты и взять меня голыми руками. Также в моем плане был пункт с наказанием этого коновода Асура, причем руками Асуров. Я хотела наказать того Асура, который в далекой прошлой жизни хотел заполучить меня любой ценой, из-за действий которого мой вечный муж ушел от меня к разлучнице Асури и стал Асуром. Также я собиралась наказать разлучницу Асури, которая по заказу того коновода Асура увела моего мужа, из-за прихоти которой он принял асурическую природу и стал Асуром. Еще я хотела наказать умельца Асура, который провел процедуру обращения моего мужа в Асуры. Также я намеревалась реабилитировать в глазах Асуров того Асура, который был оклеветан и пострадал из-за того, что спас меня от банды головорезов, нанятой тем коноводом Асуром, который хотел этим сломить меня, чтобы я приползла таки к его ногам и умоляла его сделать меня его безропотной, послушной и безотказной рабой. Также в моем плане был пункт по снятию проклятия, разлучившего нас с моим вечным мужем в давних жизнях. В том проклятии говорилось, что я буду без своего мужа, что у него не будет своих детей, и что под конец своей жизни он должен быть один, покинутый всеми. И я намеревалась положить конец этому проклятию. Также я собиралась показать моему вечному мужу, что я не бросала его, и даже отказалась от предложения порвать нашу с ним вечную связь, оказавшись обреченной на вечное одиночество. Затем я намеревалась наказать Асуров, которые, вводя меня в состояние, когда я не осознавала действительности, устраивали оргии со мной в главной роли. Это было, когда, став грозным оружием с природой и защитой самого Нарисимхадева, Господа в его яростной форме, я воплощалась в ассурических мирах для уничтожения там мощных, недосягаемых Асуров. Также я собиралась наказать общество Асуров за наложенное на меня кем-то из них проклятие, что мой муж должен будет отдать меня своим приятелям в оргии. Я намеревалась провести мою вендетту в ассурическом обществе и открыть Асурам истинную природу моих приходов к ним в ассурические миры для уничтожения мощных, недосягаемых Асуров. И еще я собиралась отменить контракт в межзвездном десанте Асуров по разным мирам и все обязательства перед Асурами, которые мой вечный муж принял, покинув ассурические миры и отправившись в неизведанные дали искать меня по разным мирам. Также я намеревалась показать ему, что на самом деле невозможно обойти закон кармы и быть свободным от необходимости отработки греховных кармических реакций, хотя он, как Асур, мог избавляться от своей греховной кармы, вбрасывая ее в других, и был полностью уверен в своей неуязвимости и защищенности от действия закона кармы. Я собиралась сорвать с него его уверенность в своей полной безнаказанности. Еще я намеревалась войти с ним в физический контакт, воплотившись на одной планете с ним в одно и то же время и придя с ним в соприкосновение. Я собиралась провоцировать моего вечного мужа на то, чтобы он проделал со мной все то, что он делал с другими женщинами, став большим Асуром в межзвездном десанте Асуров, чтобы он увидел, что все это может произойти и со мной. А так как мы с ним вечная пара, автономная система, закольцованная друг на друге, то это неизменно рикошетом ударит по его благополучию и скинет его с достигнутых им высот в самые низы.
Этим я намеревалась показать ему всю зыбкость его положения, в котором он был на все 100% уверен, и который, оказывается, зависит не от него, не от его способностей и успехов, а от того, что будет со мной, его вечной женой. Я хотела снять с себя безусловную обязанность на уровне потоков благочестивых заслуг оплачивать осуществление его желаний. Даже когда он не со мной и когда моя удача уплывает от меня совершенно бесконтрольно на удовлетворение его постоянно растущих аппетитов и на исполнение желаний других женщин. Так как мы с ним вечная пара, запитанная друг на друге, автономная система, то мои благочестивые заслуги шли к нему, чтобы он мог заботиться обо мне, обустраивать мою жизнь и исполнять его желания по исполнению моих желаний. Но вследствие того, что мы с ним были разлучены, моя удача шла на исполнение его желания по исполнению желаний тех женщин, которые были с ним. Их желания исполнялись за мой счет, а я при этом, теряя значительную часть своей удачи, падала со своего положения и теряла что-то важное и ценное для себя. И я собиралась положить этому беспределу конец. Еще намеревалась показать ему, что в его поражениях на личном фронте виноваты не женщины, а он сам, так как у него было проклятие, из-за которого он не мог быть долго ни с какой из женщин и должен был в результате каждых отношений терпеть унижение себя как мужчины, так как по его вине его вечная жена терпела унижение себя как женщины. Я собиралась показать ему, что я твердо намерена уйти из материального мира в мир духовный, где мы с ним были вместе вечной парой еще до падения сюда. Я намеревалась донести до его сознания, что для него лучшим решением будет уйти вместе со мной, так как тут ему, без моего присутствия в материальном мире, будет совершенно непереносимо, наподобие того, что лучше убейте, чем так мучиться. Я намеревалась полностью исключить для него возможность быть с кем-то еще, кроме меня, или я, или никто, чтобы никакая из женщин не имела выгоды быть с ним, чтобы на нем для женщин стояло как бы клеймо на высшем плане «Не подходи, убьет, опасно для жизни», и чтобы обеспечить наше с ним возвращение в духовный мир. Или мы уйдем вместе, будучи тут парой, или он уйдет после меня, так как без меня ему тут совершенно ничего не светит, и он обречен на невыносимое существование в самых низах среди отверженных всеми существ. Еще я собиралась спасти его от ямадутов и освободить от наказания в адских мирах, которое ему светило за злодеяние, совершенное им, когда он был в составе межзвездного десанта асуров по разным мирам. А также я намеревалась обеспечить то, чтобы он перестал быть асуром, и в конце концов, чтобы мы с ним воссоединились. Вот вкратце, что включал мой план, который я составила когда-то давным-давно, еще до этого моего воплощения, и к осуществлению которого все готовила в течение множества жизней. И раскрытию пунктов этого плана будут посвящены следующие эпизоды моего романа. А на этом 23-й эпизод моего мистического романа-ремейка «Я жена Асура» закончен. С вами была Светлана Винудавани. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие эпизоды моего волшебного мистического романа-ремейка «Я жена Асура». Ставьте лайки, пишите комменты, делитесь с другими этим видео. Всего доброго, до новых встреч!